Здравствуйте, друзья! Помимо того, что мы пройдемся по упоротости, которая попала в украинские СМИ, ну и вообще по упоротости бытия нашего отечественного украинского, мы еще и поговорим о самых важных темах. А самой важной темой, как я понимаю, является тема Зеленского. Попрошайничество. Выпрашиваем, готово принять в любом количестве с любой стороны. У меня сегодня звонил телефон. И я даже не спрашивал, кто это звонит, слон или не слон, потому что я видел номера, это были российские номера, и это российские СМИ начали массово звонить для того, чтобы узнать мое авторитетное мнение по поводу того, что произошло с Зеленским. Но я не брал трубку и не отвечал, потому что, во-первых, меня начало доставать то, что начинают звонить все. Вы знаете, вот дана команда, такое впечатление, что спущен маленький листок, и говорят: так, позвоните Шарию. Но если бы звонили по каким-то на самом деле важным, серьезным, насущным вопросам, это было бы одно. Но звонят по таким поводам, знаете, складывается впечатление, что поводы ищут какого-то, знаете, низкого пошиба. Для того, чтобы удобоваримые были. Там, да, у Порошенко там помощница проститутка или там еще что-нибудь в этом духе. Ну вот такой вот какой-нибудь. Желтизной попахивает. Это такая небольшая критика российских СМИ, и те, кто этого не терпят, может начинать дизлайкать. По поводу Зеленского. Зеленский сказал, в принципе, то, что у всех в голове. Ну, не на устах, но в голове однозначно. Зеленский сказал то, что на самом деле существует. Зеленский сказал то, что думают об Украине, к сожалению, да, в некоторых других местах, где карикатуры рисуют там по поводу Украины, где между собой могут сказать там по поводу дай-дай. Это проблема не Украины, но украинской власти, без сомнения. Просто, к сожалению, население Украины, не все, но значительная его часть предпочитает как будто бы не замечать. И как будто бы это нормально. Мы все вместе радуемся за то, что мы взяли очередной кредит на 600 миллионов, на миллиард. Ура, мы получили этот кредит. А потом они идут и платят за квартиру в 5, там, в 6 раз больше, чем стоит вот это вот все дерьмовое отопление. Вот это вот раздражает больше всего, потому что когда начинают там, да ладно, он там нас всех оскорбил, да, без сомнения, он нас всех оскорбил, потому что из нас и состоит эта страна. Но государство состоит не из нас, государство состоит из умной власти, которая дала этому народу флаг, барабан, вышиванку и возможность петь гимн. И из подонков, которые на это государство с удовольствием работают. К одним из этих подонков я, конечно же, причисляю Зеленского. В принципе, я не удивлюсь, если произойдет эффект Савченко. Вы помните, да, карательница резала, пытала, да, она чего там только не осуществляла, а потом, когда СМИ начали показывать ее с другой стороны, российские СМИ имею в виду, то, да нет, не такая она и плохая. Вы знаете, самый адекватный политик, да, она плохая, самый адекватный политик. А в Украине произошло все наоборот. Когда СМИ формируют мировоззрение, значит, у человека не хватает силы воли для того, чтобы думать своей башкой. Ну а теперь переходим к средствам массовой информации. Уже надизлайкали мне, да? Быстрее приседай! Быстрее! Это старая история, это уже баян, но сегодня в свежих новостях я услышал интересное обоснование тому, что какой-то дегенерат в патріотичному лагере стрелял в детей, потому что они плохо приседали. Це той самий Данило. У восьмикласника з Маріуполя вихователь на псевдо Маркіз поцілив з десяток разів. Меня всегда забавляло, как вот это вот Рагулье берет себе прозвище. Маркиз, граф, князь, король, принц. Я уже когда-то, кстати, говорил, что в новостройках в Киеве, заселенных новыми киевлянами, так вот там вот было модно, они там Анжелика, Артур, каждый, в кого не плюнешь, вот такие были. Сейчас, кстати, модно по-другому называть двойными именами и американскими. Но это у народных депутатов, жены которых рожают обычно в Штатах. Так вот там вот, знаете, идешь под балконом, и там Артур, біжи додому, Анжеліка встралась. За інструкторів взяли колишніх бійців АТО. Серед них був і Маркіз. И вот здесь вот волонтерка объясняет, почему он стрелял в мальчика. Я цими хлопцями пишаюся, адже вони воювали. Вони готові були віддати за нас з вами, щоб ми тут стояли, своє життя. І тому хто краще, як не вони, знають, яке наше майбутнє повинно бути, як тих наших діток повинні виховувати. Не улавливайте связи между тем, что он воевал в АТО, и значит он лучше всех видит, какое наше будущее должно быть,
И главное, как воспитывать детей. Не улавливаете? Я улавливаю прямую связь. Програма перебування в таборі, каже Мирослава, розроблена таким чином, аби навчити дітей швидко реагувати на обстріли. А боєць на псевдомаркіз на цьому знається чи не найкраще. Він, мовляв, у минулому снайпер. Если я правильно понимаю логику этой волонтерки, то если интервьюирующий ее журналист вдруг внезапно бьет ее сейчас кулаком прямо в нос, ломая ее паскудный нос и выбивая ее гнилые зубы, при этом объясняет, что я просто только что тебя приучал уходить от ударов. И пускай у тебя сейчас зубов нет и твой паскудный нос поломан, в следующий раз ты уже увернешься более... Якби це було в Маріуполі, то дітей би не було б вже в живих. І тому в ігровій формі таким чином вони їх вчили, аби як можна було ухилитися. Ладно, там маркиз, у него мозг с орешек. Вот это вот волонтер, и она на телекамеру вот такое вот говорит. А журналист нет, чтобы отбросить микрофон, да хряснуть ее в нос. Свій вчинок вважає адекватним і певнить, такі заняття передбачав навчальний план, і дітям вони на користь. Вот самое интересное для меня, во-первых, кто-то же вот этого вот полубомжа поставил детей воспитывать, а во-вторых, родители, которые отправляли этих детей в этот лагерь, они вообще интересовались, кто будет проводить эту воспитательную работу? Дитина починає на рівні свідомості засвоювати, що якщо направляють на тебе зброю, треба або сховатися, або впасти, або знайти укриття. Я не могу понять, а чего он гранаты не бросал? Почему он минометный обстрел не устроил тогда? Вот спят они, к примеру, он минометный обстрел, детишки сразу же бах, что-то рвется. И все, и они будут знать, как себя вести. Я знаю, почему вот эти вот воспитатели себя так ведут. И для этого нам надо посмотреть другой сюжет этого же телеканала. Він пройшов антитерористичну операцію, тепер знову тут. Понятно, это не то, что там. Ну, тут весело, что ли. Наконец-то может носить родную форму. В общем, боец АТО участвует в реконструкции. И дальше, то, что он скажет дальше, они бы могли вырезать, если бы был у них мозг, знаете, потому что они-то ведь пропагандисты и никогда в жизни не покажут то, что не надо показать. Но здесь вот лоханулись, потому что мозга нет. Там вас фашистом називали? Нет, там, слава богу, там же какой аргумент хороший есть, чтобы они молчали. Это автомат. Поэтому они все, как правило, молчали. Улыбались мирно, и все нормально. Вам понравилось? Мне тоже. Вы знаете, я пересмотрел 3 раза, и я подумал, что надо иметь в голове все-таки не маргарин, но масло. Для того, чтобы пустить вот это вот прямо в новостях. Смотрите, люди, смотрите. А вот кому эксперта телеканала ICTV? Кому эксперта? Стратегічні навчання «Кавказ-2016». Яку війну репетирує Росія поблизу українського кордону? Помните учение «Кавказ-2014»? Нет? А вот військовый эксперт, ну, вполне себе помнит. Вторгнення в Крим і вторгнення в Донбас почалося з Кавказ-2014. Навіщо російська морська піхота? Мы помним, конечно, «Кавказ-2016». Мы знаем, что «Кавказ-2012», там, по-моему, «Кавказ-2008», но мне кажется, что он перепутал вот с этим. «Восток-14». Понимаете, где Восток, в принципе, там и Кавказ. Хочешь стать украинским экспертом? Главное говорить уверенно, и тогда наше радушие и постоянные эфиры тебе гарантированы. Теперь следующий сюжет о том, сколько украинцу надо копить на квартиру. 23 роки. Стільки часу потрібно українцю відкладати гроші, аби придбати двокімнатну квартиру в Києві. И я еще так себе подумал, что-то маловато как-то. 23 года надо откладывать для того, чтобы купить двухкомнатную в Киеве. Сколько же она стоит в Киеве? А дальше они объясняют. За цей час українець із зарплатою у майже 5 тисяч гривень в умовах суворої економії назбирає на 47 квадратів житла вартістю у 1 мільйон 300 тисяч гривень. Это очень просто. 1 300 000 надо поделить на 23 и разделить на 12. У нас получится сумма, вот, которую он зарабатывает, как они показали, без 36 гривен. Это режим жесткой экономии, они считают, на гривну, сколько там, гривну 20 в день он должен жить. Вы для кого это снимаете? То есть человек не платит за коммунальные и живет на 1 гривну 20 копеек в день. А на гривну 20 копеек в день он сможет купить, ну что только, 2 бутылки кефира, 2 батона и где-то 200 грамм сыра, ну может быть еще 50 грамм мяса. Толсто пошутил, да? Для чего они это снимают? Ну как это он так будет? Он может накопить. Что значит он может накопить? При нормальных расчетах, в нормальных странах рассчитывают, что человек будет откладывать определенную часть зарплаты и будет себе дальше жить. А здесь же они откладывают все. Ну да, это можно рассчитать. Каждый украинец может ездить на Феррари, покупать там себе
я не знаю, красивые часы, там еще что-то. Что за бред вообще? Но именно из бреда порой и соткано бытие журналистов. Всем пока, друзья мои. Пока.